Вау! Снова полный зал. Ничего себе, вторая серия, друзья. И вы так нас радуете. Ну ладно, а мы для вас приготовили хорошие новости. Сейчас все расскажем. Ух ты, а какие у нас великолепные гости. Здравствуй, Ваня. Прекрасная Елена. Сегодня у нас вместо Нуржана неподражаемый Толеби. Он тоже из Казахстана и тоже будет сегодня вместе с нами обсуждать самые последние интересные новости, которых мы приготовили для вас целую кучу. Сегодня понедельник, завтра важный день, завтра... А сразу и начнем, да, с новостей. Ну, хотя, вот вы видите, кто здесь на фотографии, вы видите, да? Да. Известный человек. Чемпион мира по боксу. Свежеиспеченный. Ладно, давайте с новостей. Главная новость, друзья, я хочу вам рассказать. Дело в том, что у Димаша завтра день рождения. Поздравляем! Подождите, заранее не поздравляют. Но можем зато обсудить, какие подарки ему приготовили. Ну, я посмотрела видео с конференции, посмотрела, как он дал свое интервью. Вот, очень интересно. Ну, как всегда, очень нежно, так уютно, как-то скромно, вот в его стиле. И, наверное, этим он и привлекает многих. Дирс. У него есть это особое отношение к людям, да, к своим фанатам, к любителям его творчества. И поэтому это всегда очень уютно и тепло смотреть его интервью. Ты, Толеби, смотрел его интервью? Толеби, ты знаешь, давай так, Толеби, ты знаешь Димаша? Конечно, я его знаю. Это такой человек, қазақша айтқанда өте қарапайым адам. Да. Ну, вы поняли. Да. Вот это Маша. Да, очень скромный человек и при этом неотразимый человек, очень. Мне понравилось, как он еще говорит о себе, то, что когда мы разговаривали с ним про сотрудничество с Хансом Циммером, да. И он такой, ну вот Ханс Циммер, это же великий, и кто я, маленький начинающий певец, да, то есть он вообще... Ханс Циммер, вы же знаете, да, кто такой? Да, это очень же много... супер режиссер. Крутой вообще, у него тоже есть концерты с симфоническим, с оркестром полностью, это прям вот, казалось бы, ты смотришь онлайн, а настолько это все... Несколько фильмов для вас, которые для которых саундтрек сделал Ханс Циммер. Дюна, Начало, да. Интерстеллар, Пираты Карибского моря. Да. А время не он, да, по-моему? Время, по-моему, не он, но в любом случае он оскароносец. Он неоднократно принимал участие в каннских фестивалях. И еще есть такой, по-моему, «Золотой глобус», да? Награда тоже за кино, вот он там тоже принимал участие. В общем, то, что с Димашем хотят работать такие крутые режиссеры, это, конечно, круто. Кстати, сегодня я вам еще расскажу одну новость про казахов и про кино, еще про одного оскароносца, но это попозже. Давайте сначала про Димаша еще немного поговорим. Да, про день рождения его. Про день рождения. Как вот вы представляете себе день рождения, друзья? Мне кажется, что это будет какой-то, не знаю, может, онлайн-концерт. Я не попала. Но мне кажется, что-то должно быть вот для всех прям максимально. Ну, это потому что, когда такой праздник, твой личный праздник, и если ты вот человек наполненный, человек творчества, мне кажется, тебе вот хочется отдавать вот в этом моменте, особенно в этом в особенный, этот важный день, тебе хочется максимально отдавать. И вот я думаю, что-то должно быть такое. Как это называется? Вот это называется проставиться, да? Как в Казахстане отмечают? Это мы должны Димашу сказать: Димаш, жумайсынба? Да, жумайсынба. Ладно, не суть. Но вообще я думаю, что Димаш, так как он очень скромный человек, я думаю, он отметит в кругу семьи, в кругу самых близких людей. Нежели он будет выставлять это все в Инстаграм. Даже если зайдете в его Инстаграм, у него только отчеты с концертов, он не выставляет свою повседневную жизнь, что делаем мы. Естественно, да, каждый день фотографируем, каждый день снимаем на видео, что едим, где. У него просто нет времени, мне кажется, на это. Ну, да, но в любом случае, если он хотел бы себя популяризировать, сделать себя популярным, то далее он нанял бы мобилографа, либо операторов, которые освещали бы его светскую жизнь, так скажем. Не, конечно, да. Я вот слежу за разными артистами. Естественно, Димаш флагман, и
больше всех слежу за Димашем, но слежу также и с другими артистами и вижу, как с ними работает персональный фотограф, персональный видеограф, который специально снимает, потом готовит что-то и это выпускает кто на YouTube, кто на Instagram. Но Димаш на это не так сильно обращает внимание, потому что вот мы видели позавчера в интервью, которое было в Германии, он там сказал, что я на самом деле не особо про коммерцию, не особо про популярность, я про музыку. Я хочу делать музыку, хочу, чтобы эта музыка находила своего слушателя. И, наверное, кто-то должен ему подсказать, да? Может быть, кто-нибудь посмотрит нашу передачу и из его команды может подскажет: Димаш Канатович, пора себе в команду. Почему бы и нет, да, расширить. Димаш, если ты смотришь это видео, запиши мои контакты снизу будут. Если что, позвони, я всегда 24/7 на связи. Вот, друзья, казахская простота. Кстати, да, будь аккуратней, потому что наши зрители очень, очень строго относятся к разному юмору. Звонок в студии сегодня снова не будет, так же, как и музыкального гостя. Пока что наша студия не может себе это позволить, но я уверен, что в будущем с такими темпами мы обязательно пригласим какого-нибудь музыканта, который сможет здесь нам что-нибудь исполнить. Например, вот музыкант, с которым вчера у тебя удалось познакомиться. Вчера я общалась с нашими приятелями, с друзьями. У мужа по работе есть Дамир, он приехал с Алматы вместе с женой и с дочкой. И вот мы вчера вместе сидели, общались, и он принес домбру. И начал меня знакомить вот с культурой, с этим искусством музыкальным, с этим музыкальным инструментом. И на самом деле очень прикольно. Вот я не слышала так, что прям лично вот для меня исполняли, там, чтобы я насладилась этим. А здесь это все было настолько вот уютно в этой семейной какой-то такой дружеской атмосфере. И очень классно. Такой, знаешь, легкий транс. Ты погружаешься и прям вот на этой волне очень сложно потом выйти. Потом вот заканчивается мелодия, а ты еще парочку так минут еще так выходишь. Послевкусие, да, есть? Да, очень здорово. Но не зря говорят, что домбра — это душа казаха. И, кстати, возвращаясь к теме Димаша, Димаш в Германии же сыграл Кюи, который авторство которому принадлежит Наргизе Атлиндиеву. И я даже сравнил его с Наргизой, потому что Димаш сначала сказал: я вообще не домбрист, но потом взял домбру, и сразу стало понятно, что он настоящий профессионал, очень много времени этому уделяет. Так вот, давайте вернемся к дню рождения Димаша. Да. Толеби, получается, вот Димаш ты считаешь, что Димаш проведет в скромном кругу, но он же должен, как ты думаешь, должен же он как-то вот проставиться для всех друзей, которые не смогут приехать в Казахстан, и лично его поздравить? Я уверен, что дирсы, да, со всего мира, со всего света, они будут послать ему открытки. И не только будут освещать это все в интернете, в Инстаграме, на Ютубе, чтобы он как-то это заметил. Я в любом случае, я уверен, что он это все увидит и заметит. И после того, как он это все увидит, далее ему будет это очень приятно, и он дальше скажет всем большой свой рахмет. Я думаю, этого будет достаточно для него. Тогда я вам, друзья, открою секрет. Какая будет благодарность Димаша, он уже озвучил это, а я вот вам сейчас расскажу и расскажу всем нашим зрителям. Дело в том, что Димаш приготовил песню «Окей», которая появится как раз в его день рождения в качестве вот такого вот подарка, в качестве такой, как это называется по-казахски, простава? Вот по-русски у нас говорят, проставляешься на день рождения, там готовишь торт, там. Нет такого слова, да? Нет, есть, я просто забыл. У меня просто в голове столько языков крутится, что не могу вспомнить. Тусалки Есу, наверное, что-то такое в этом плане. Ну, если я ошибаюсь, пожалуйста, не хейтите меня. Я знаю, что у нас очень умная аудитория в связи с этим. Волнуешься, да? Я волнуюсь, первый раз выступаю. А представляешь, как мне волнительно? Я, конечно, могу все списать на то, что я мало что знаю, еще только там узнаю, а тебе сложнее, да? Ну, как Нуржан до этого говорил, что вы больше казахи, чем мы. Ох, спасибо.
Ну, не переживайте, друзья, конечно, вот есть такое, что есть доброжелатели, но все вот комментарии, которые направляют нам, к ним надо с особым вниманием обращаться. Поэтому, друзья, когда вы пишете нам комментарии, мы их с большим удовольствием читаем, все ваши комментарии, и хорошие, и плохие. И знаете, что я скажу, что чем больше плохих комментариев, тем лучше, потому что это позволяет нам понять, что мы, значит, сделали что-то такое, что затронуло души людей. Конечно, плохие комментарии это не очень, и, естественно, Это не призыв к действию. Да, естественно, все плохие комментарии мы расцениваем как направляющие, по которым нужно нам где-то что-то исправляться. Поэтому, друзья, спасибо вам за ваши комментарии. Ну что, раз завтра уже мы ожидаем подарок от Димаша на день рождения, вот прикольно, да, сам у Димаша у самого день рождения, он дарит всем подарок. Ну, я знаю, кстати, открою секрет, я знаю, что ему тоже очень много подарков будет дарить. И мы, кстати, тоже, возможно, тоже не буду пока обещать, но завтра сделаем для вас небольшой сюрприз. Но пока не буду обещать, думаем, сможем ли мы это технически исполнить. А то, вот, видите, телефон у нас же не работает, хотя мы его в кадр поставили. Но надеюсь, что все получится. Давайте, есть еще новости из Казахстана у меня для вас, друзья. Хочу вам рассказать. Вот нападающий Пари Сен-Жермен Лионель Месси переехал в Интер Майами. Это не про Казахстан, просто я знаю, что Димаш любит футбол, поэтому хотелось эту новость тоже озвучить. Он сейчас играет за парижский клуб Пари Сен-Жермен и переходит в Интер Майами к Дэвиду Бекхэму, а Дэвид Бекхэм там начальник. Это его клуб, получается, Дэвида Бекхэма. Нет, он Да. просто тренер. Он, я как понимаю, он владелец, и даже была новость, что Месси, как настоящий казах, Месси, как настоящий аргентинец, сразу 35% акций хочет купить. Кстати, я прошу заметить, мы в Казахстане прикалываемся, когда вот у нас есть РУ, Аргын, Да. и мы всех аргынов называем аргентинцами. Поэтому вы не просто так сказали, то, что Месси настоящий казах. Ну, Не вот просто эти оговорка. приколы мне нравятся. Особенно вот еще прикол, что этот Криштиану Роналду тоже казах. Да. Ну, Ну, типа- это естественно, он в Казахстане родился, он мясо каждый день ест конины. Не, вообще-то было по-другому, что он красавчик, поэтому казах. Насчет этого не знаю, но он конину точно ест, да? Еще один пунктик, да? Да. От меня лично. Ладно, такое небольшое спортивное отступление. Кстати, финал Лиги Мбаппе Чемпионов. остается в ПСЖ, потому что ходили слухи, Да. что он Уходит? должен уйти, да, но они переподписали с Да, ним контракт. по-моему, ушел, нет? Нет, он не ушел, он до Ушел? 2025 года остался. Вот, Ну да, ладно. они переподписали. Ладно. И, кстати, интересный подарок вообще все футболисты сделали Димашу, и они решили замутить 28 мая. Ну, немного отстают они, но там им нужно было время на подготовку. 28 мая решили замутить финал Лиги Лиги Чемпионов. Да. Вы будете смотреть? А Вы Вы будете будете смотреть? А ты будешь А смотреть? ты будешь смотреть? я вот не знаю, я буду работать, А я потом- буду смотреть. потом посмотрю. Вместе Я с тоже. мужем идем смотреть. Ну, я не Такое сам. Я событие буду сам в смотреть. семье не пропускаем. Молодцы. Ладно, давайте к новостям. Казахстанец стал лучшим велосипедистом Азии. Круто. Вы же знаете Александра Винокурова. Да, это он? Ну, он так и так лучший и красавчик. Но еще один молодой велосипедист, 29 лет ему, его зовут Алексей Луценко. Он возглавил континентальный рейтинг, составленный Международным союзом велосипедистов. Вот так. Он, кстати, в команде в велоклубе Алматы Cycling Team. И я вам скажу, что Алания это центр велосипедного спорта. И сюда очень много приезжает велоспортсменов из Казахстана. Я думаю, что Алексей Луценко приезжал Обязательно в Аланию, И будет и еще. будет еще, и он приезжал в Аланию, и именно здесь он набрал такую форму, что стал самым лучшим велосипедистом в мире. Да, я не раз видела на улицах Алании тоже, да, проезжающих велосипедистов, которые, видимо, готовятся к каким-то соревнованиям или чему-то. И вот с флагом Казахстана в форме, где видны символы Казахстана. Вот я такая, вот. Все рядом, все рядом. Так что теперь, когда ты будешь видеть кого-то вот в форме Казахстана, смотри, чтобы у них было написано Алматы Cycling Team, и может быть это будет лучший велосипедист Буду в мире. очень внимательна теперь. Еще внимательней. Далее, друзья, хочу вам рассказать про концерт памяти Батырхана Шукенова. Об этом вы могли видеть новость, которую наша Лена прекрасная выпускала на канале Алга Петербург, на котором мы сейчас находимся. Я посмотрел
фрагменты с этого концерта. Спасибо за рекомендацию, очень мне было приятно. Вообще, так вот, я соскучился сильно по Алмате, был там в 21 году осенью, и вот сейчас кадры, вот я когда увидел, и это в таком прекрасном месте проходило, под открытым небом, столько людей, хорошая музыка, много знакомых лиц там увидел. Например, увидел там Жению Аубакирова, Рената Гайсина и Мади Сыздыкова. Знаете, да, кто это? Да, классно. Ну, я только одного знаю, Рената Гайсина. Да? И только по песне. А Мади Сыздыков? Нет. Мади Сыздыков — это очень популярный казахстанский певец, который поет, такой у него голос такой низкий, такой с хрипотцой, очень популярный, и очень он нравится еще Розе Куанышевне. Это Рымбаева, да? Да. Розе Рымбаевой нравится. Да. И, соответственно, также там были еще и гитарист Илья Башкатов, и флейтист, невероятный флейтист, его зовут Ержан Кушаков. Тоже они, кстати, принимали участие в фильме, который мы делали про Зарину Алтынбаеву, оперную диву. Вот. И было приятно их там увидеть. Пользуясь случаем, передаю всем, кто был на концерте, и всем участникам, кто выступал, большой привет. Супер. Ну, я тоже смотрела чуть-чуть вырезок, онлайн-трансляцию чуть-чуть. Видела, что там подходит народ. Организаторы писали, что вот уже там 2000 людей на площади Абая. А потом вот все подходит и подходит, потому что в разных же местах были и внутри, и снаружи. Тем не менее, по-моему, была неплохая погода. Не было никакого града и дождя сильного, как у нас сейчас пошел. У нас что, дождь? Да. И следующая новость, друзья, хочу вам рассказать про кино. Дело в том, что у нас есть друзья в Казахстане, которые занимаются трюками, на лошадях. Это лучшие кинокаскадеры в мире. Команда номер 1 Nomad Stance Жидарбека Кунгужинова. И они приняли участие в съемках фильма, который снимал всемирно известный режиссер Ридли Скотт. Вы, наверное, знаете этого режиссера по таким фильмам, как... «Марсианин». Сейчас я вам скажу. Ты знаешь, да? «Марсианин». Что еще? Гладиатор, «Чужой», «Бегущий по лезвию». Да. В общем, супер режиссер, да, и они снялись, вот из команды Nomad Stance, каскадеры снялись в фильме про Наполеона, в котором будет главную роль играть Хоакин Феникс. Тоже оскароносец. Тоже оскароносец. Похоже, заявка, да, на еще один Таурус. Таурус — это как раз и есть та награда, каскадерский Оскар. Классно. Филиппе, скажи, ты вообще казахское кино как часто смотришь? В последнее время я наблюдаю за нашим, получается, творчеством именно в плане кино. Именно за казахстанским, потому что он начал набирать обороты. Допустим, сериал «Игрок». Наверняка вы знаете, слышали. Это сериал про ставочника, как он потерял свою жизнь. Далее, не только «Игрок», есть и другие множество сериалов, которые выдвигались на международные премии. Да. Сержант Братан. Сержант Братан, допустим, вот. Очень много казахстанских сериалов, вы можете посмотреть, наверняка вы знаете, напишите в комментариях, кто знает. Я сейчас забыл из-за того, что волнуюсь, и в связи с этим, надеюсь, друзья, вы меня поддержите аплодисментами нашего трудя. У нас, кстати, сегодня снова столько гостей, я вот всегда поражаюсь, что так много людей приходит. Пора уже привыкнуть, Ваня. Спасибо, друзья, правда, очень приятно, вот, что вы приходите на наши такие небольшие вечеринки. Каждый понедельник будем стараться выходить к вам в эфир. Друзья, а какие новости у вас? Я знаю, что вы тоже что-то приготовили. Да, я сейчас тоже вам расскажу новости, конечно. Я теперь слежу, и даже если я не слежу, новости из Казахстана меня находят сами. Добавок к тому, что вот про каскадеров из Номада, да? Я слышал от отца то, что они, по-моему, первые каскадеры на лошадях, если не ошибаюсь. В Соединенных Штатах, именно в Голливуде. Я не уверен насчет этого. Я могу точно сказать, что они первые каскадеры, которые и на лошадях, и дерутся, и падают, и горят, и прыгают, и они, в общем, я хоть без универсалы. Да. Так, ладно, а сейчас я расскажу вам про Домбру. Домбру. Я же рассказывала вам, что вот вчера познавала. И сегодня я узнаю следующую новость. Казахстанских домбристов
Тимирлана Алжабая и Ерната Наурыза пригласили на музыкальный конкурс World Championship, который состоится в Лос-Анджелесе в конце июля. Тимирлан и Ернат выступали вместе с Димашем на его конкурсе, опять хотела сказать, на его Нет, конкурсе. правильно, ты правильно говоришь, это вот конкурс Singers, он стал Да. действительно конкурсом Димаша. Уже его конкурс. После этого, после их выступления совместного, начала расти популярность, соответственно, этого музыкального дуэта. Ребята уже успели завоевать такие награды, как премия телеканала Брайч ТВ в номинации «Лучший инструментальный дуэт». На международном фестивале Golden Time Talent они завоевали первое место. Также принимали участие в фестивале Costa Brava Music в Испании. В случае победы на предстоящем конкурсе в Лос-Анджелесе этот музыкальный дуэт ожидает контракт с американским популярным лейблом. Вот такие новости. Вот снова музыканты, артисты из Казахстана пробиваются самые туда, высоко. Они, Да. кстати, суперзвезды, они супер крутые, да, и они вот Димаша сопровождают. И кроме того, что они сопровождают Димаша, они еще сделали умопомрачительную сольную карьеру, точнее, как сольно-дуэтную карьеру. Да-да-да. У них очень классная команда, и их выступления вот во время концерта Димаша, они когда выступают вдвоем отдельно, видно, что как они заряжают зал, и их получается работа помогать Димашу знакомить весь мир с традиционными казахскими инструментами. Поэтому молодцы. И я, знаешь, что вспомнил? 28 мая, друзья, здесь рядом, Мерсине, или Мерсине? Мерси. Мерсине, пройдет концерт наших друзей из этно-ансамбля «Туран». И так получилось, что, скорее всего, я тоже как раз в эти дни буду в Мерсине. Поэтому, друзья, наверное, обязательно вам об этом расскажем. И вообще то, то, что происходит в Турции, можно об этом следить на нашем канале Дневник Алани. Там тоже много интересного. Друзья, поэтому обязательно подписывайтесь. Пишите ваши комментарии, можете поругать нас, можете похвалить, если вам что-то понравилось. Что у нас, какие новости? Пойдем готовиться или есть еще? Есть еще одна новость. Вот у тебя здесь красивая фотография стоит на ноутбуке, а у меня тоже есть не менее красивые новости по данному виду. Нет, это не данный вид спорта, нет. По данному виду Это вид спорта. Да. Только уже с женской стороны. Я, помнится, рассказывала вам про чемпионат мира по боксу, который проходил в Стамбуле. Рассказывала, что там будут 13 представительниц Казахстана. И вот сейчас уже есть итоги, потому что на днях завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана показала наилучший выездной результат в количественном эквиваленте завоеванных медалей, друзья. Казахстанским спортсменкам удалось завоевать 1 серебряную награду и 4 бронзовые. Вот давайте поздравим девушек, пожелаем им здоровья в этом непростом, нелегком виде спорта и больше еще побед и признания. Но самое важное — это поддержка. Да? Победы не всегда так важны, как вот поддержка, любовь и... Молодцы, в общем, да? Молодцы, красавицы, девчонки. Молодцы. Респект, уважуха. Вообще женский спорт это правильно, очень хорошо, когда вот девушка занимается чем-то, особенно если она посвящает свою жизнь спортом, это очень нелегко, и как мы знаем, порой женщины бывают сильнее, чем мужчины, поэтому иногда, когда смотришь женский спорт, более яркие эмоции, да, потому что женщины, вот, например, есть у нас большая подруга, за которой мы сильно следим и которую сильно поддерживаем, это Фируза Шарипова, тоже боксерша, и вот когда смотришь ее бои, думаешь, Тайсон в женском теле, Майк Тайсон в женском теле. Так что, да, девчонки большие молодцы. Я даже не представляю, если честно, как заниматься таким видом спорта. То есть я себя лучше никогда шахматы, не да? представляю. Нет, мне лучше танцы. Танцы? Что-то такое, да. Ну вот, чтобы серьезно, так это нужно, да, большое мужество, да, для этого. Да. Ну, молодцы, в общем, все чемпионы из Казахстана. Молодцы, друзья, что пришли. Молодцы все друзья, что пришли сегодня к нам. Спасибо вам еще раз. И, друзья, спасибо, что посмотрели наш второй выпуск. Пишите в комментариях, что так, что не так. Мы будем стараться исправляться. Может быть, ничего не нужно менять. Тогда вы просто напишите, чтобы не сглазить. Поставьте ваш лайк.
чтобы не сглазить. Кто-нибудь один, поставьте дизлайк. Хотя так и так поставите, я знаю. В общем, друзья, будем с вами прощаться. Завтра день рождения у Димаша, завтра большой день, будем готовиться. Всем хорошей недели и всем пока. Пока-пока!